Защита политузника Александра Костенко настаивает на выполнении Женевской конвенции об оккупированных территориях. Адвокат-активиста Евромайдана Дмитрий Сотников заявил на пресс-конференции в Киеве. Поскольку так называемая Крымская прокуратура сослалась в этом деле на закон Украины об оккупированных территориях, значит, она признает законодательство Украины. И, соответственно, защита будет ссылаться на Женевскую конвенцию. А она гласит, что на оккупированных территориях применяется национальное законодательство страны, которой территории принадлежали раньше. То есть, по мнению Сотникова, Костенко должен быть применен Уголовный кодекс Украины. Рассмотрение апелляции по делу Костенко так называемым Верховным судом Крыма назначено на 29 августа. Напомним, его осудили на 4 года и 2 месяца лишения свободы за якобы нанесенные в Киеве легкие телесные повреждения беркутовцу и хранение ствола оружия. Защита пытается добиться возбуждения дела из-за пыток Костенко. Поэтому в данных направлениях, безусловно, у нас есть сейчас различные возможности для работы, такие как подача жалоб в вышестоящие следственные органы, подача жалоб в судебные органы. Мы их сейчас реализуем. Улики против Костенко сфабрикованы, уверен адвокат. Защита готова предоставить неоспоримые доказательства того, что нерабочую часть ствола Александру подбросили. А ведь именно за это ему дали большую часть срока. Понятые утверждают, никто из них не видел при обысках якобы найденной части ствола. Фото ствола сделано на общем фоне, неизвестно где находившимся. Не видно, что это жилье Костенко. К тому же даты в протоколе изъятия ствола и номер пакета, в котором он находился, не соответствуют друг другу. Свидетелем по делу должен был проходить отец Александра, Федор Костенко. Его исчезновение по пути из Киева в Крым адвокат связывает именно с тем, что он должен был давать свидетельские показания. Должен был 4 марта вернуться обратно в Крым. Но в Крым он не вернулся, а связь с ним прекратилась, как утверждает его младший сын Евгений, прекратилась уже на территории России, когда он уже вышел из Ровненко, когда уже подключил номер МТС Краснодарского, который в том числе действует на территории Крыма. По мнению друга Александра Станислава Краснова, судьбе политузника слишком мало уделяют внимания власти Украины. Представитель по правам человека, она написала письмо в Москву своей коллеге. Это было в феврале, после того, как стало известно, что Александр арестован. Ну, в принципе, на этом как бы государственное вмешательство, насколько нам известно, закончено. Все остальное, что происходит, это происходит исключительно нашими силами, то есть вот общественных активистов, журналистов. И все. Адвокат Дмитрий Сотников заявляет, намерен по максимуму использовать все возможные средства защиты. Если апелляционная инстанция Костенко не оправдает, адвокат подаст на кассацию.